Сегодня мы откроем вместе Париж таким, каким его видят не только туристы, но и сами парижане. Я покажу удобный маршрут по городу, расскажу, как избежать лишних очередей, где найти лучшее жилье и куда заглянуть, чтобы прочувствовать дух города. При этом не обойдемся без легенд, историй и, конечно же, романтики. Ведь Париж невозможно представить иначе. Бонневье et Paris или добро пожаловать в Париж. Париж – это город, где количество достопримечательностей превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Их так много, что обойти за один день абсолютно нереально. Да, все мы хотим забраться на Эйфелеву башню, побывать в Лувре и пошопиться в галерее Лафайет. Но согласитесь, Париж не заканчивается на этом. Здесь есть десятки других мест, которые манят не меньше. Нотр-Дам, Пантеон, Монпарнас, и все они ждут нас впереди. Ну что ж, раз уж прошлую прогулку мы завершили на крыше, то сегодня предлагаю начать с противоположного – отправиться под землю. И нет, это не метро. Я говорю о знаменитых катакомбах Парижа. Это место одновременно жутковатое и завораживающее. Внушительные 300 километров подземных туннелей, из которых только часть открыта для посещения. Прогуливаясь здесь, возникает ощущение, что вы попали в музей, но музей очень необычный. Музей смерти и тишины. И нет, это не какие-то туннели последователей сатаны. История создания этих катакомб лежит в иной, куда более прозаичной плоскости. Изначально эти подземные туннели были всего лишь известняковыми каменоломнями, откуда добывали камень для строительства всего Парижа. Но в конце XVIII века город столкнулся с большой проблемой. Кладбища были переполнены, антисанитария и болезни стали настоящими бедствиями. И тогда власти приняли, прямо скажем, жуткое решение – перенести останки миллионов людей в эти заброшенные каменоломни. Здесь покоятся останки примерно 6 миллионов человек. Это почти все население современного города. Самая молодая часть костей была перенесена сюда в начале XIX века, а самые древние – намного старше. Говорят, что в некоторых туннелях до сих пор можно встретить надписи времен Французской революции и даже сохранившиеся символы тайных братств. Ну и давайте честно, быть в Париже и не спуститься в катакомбы – это упустить шанс увидеть город с совершенно другой стороны. Здесь нет блеска и огней, но есть история, от которой пробегают мурашки. Так что запасаемся смелостью и вперед, в глубины подземного Парижа. Ну а сразу после этого снова наверх. И в этот раз на одну из самых высоких смотровых Парижа. Речь идет о вот этой вот дылде, которая поднимается на 210 метров и считается единственным небоскребом в центре города. Когда-то очень давно Париж очень скептически отнесся к Эйфелевой башне. Но еще больше они не любят эту башню – Монпарнас. Башня, как и, собственно, район Монпарнас, получили свое имя еще в 17 веке. Студенты соборные любили читать стихи на холмике, который они в шутку прозвали «Гора Парнаса» в честь священной горы в Греции, где, по легенде, обитали музы. С тех пор местность закрепила за собой это имя, и вскоре Монпарнас стал символом парижской богемы. В начале 20 века здесь жили и творили Хемингуэй, Пикассо, Модильяни, а местные кафе стали центрами притяжения художников и писателей. Богема – это, конечно, круто, но не слишком денежно. В 1970-х Париж стремился показать, что он может быть не только городом прошлого, но и современным мегаполисом. Поэтому было принято весьма спорное решение – построить небоскреб, который стал домом для офисов, магазинов и, конечно, смотровой площадки.
Правда, жители восприняли его резко отрицательно. Монолитная бетонная башня сильно контрастировала с классической застройкой. В результате даже появился закон, запрещающий новые высотки в историческом центре. И вот ирония судьбы. Когда-то ненавистная башня сегодня привлекает сотни тысяч туристов. Ведь именно с ее крыши открывается один из самых красивых панорамных видов Парижа. И что самое приятное, что эта смотровая весьма круто и современно оборудована. Здесь Расположены такие платформы с указателем, что вы увидите в данном окне. Это очень удобно, особенно если ты сверху еще не сразу сориентируешься. Потрясающе. Просто потрясающе. Он бесконечный. с Монпарнас вам откроется панорама буквально на весь Париж. Здесь и Эйфелева башня, и Лувр, и Сакрэ-Кёр. Весь город как на ладони. И главное преимущество – на этих снимках никогда не будет самой башни Монпарнас. Та самая деталь, которая портит горизонты других видов. Ну и ведь правда же. И раз мы уже забрались на эту элегантную башню, то сразу расскажу вам про 4-ю топ-задачу для каждого туриста. Это найти самую лучшую смотровую площадку Парижа. Для кого-то это уже осмотренная нами Эйфелева башня или Лафайет. Кому-то, возможно, западет в душу Трокадеро, а для кого-то, чем черт не шутит, вот этот вот наш Монпарнас. Скажу честно, мне здесь очень понравилось. Башня отлично подготовлена для туристов. Здесь много интересных интерактивных локаций. В частности, есть даже VR-зона, где можно буквально погрузиться в историю Парижа и взглянуть на город через призму ретроспективы. А вот с этой штукой надо быть поаккуратнее. Мне казалось, я несколько раз чуть не упала. Ну, очень интересно. Захватывающая история в течение пары минут про Париж. Вообще все пространство организовано очень толково, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог рассмотреть город во всех деталях. На башне 2 смотровые. Одна закрытая на случай, если вы прибудете в непогоду, а вторая открытая, на которой мы поднимаемся. Места там предостаточно, так что толкаться локтями с другими гостями вы не станете. А при желании можете даже и потанцевать. И смотрится подобное зрелище в центре Парижа дико романтично. Кстати, наверху вы будете защищены от ветра мощными панорамными стеклами, так что прическа не пострадает. Но для тех, кто жаждет прямого контакта с городом и идеальных кадров без бликов, организаторы оставили открытые проемы. Обзору ничего не мешает. Здесь также создали несколько тематических фотозон. Например, это милое сердечко с признанием любви к Парижу. И, между прочим, это чистая правда. И я его люблю. Но если вы уже нафотографировались и просто хотите порелаксировать, глядя на город, организаторы продумали и этот момент. На площадке стоят очень удобные футуристические кресла. Она перемещается, и можно подтянуть ее куда угодно и любоваться лучшим видом. Отсюда открывается, пожалуй, самая правильная панорама города. Знаете почему? Потому что в кадре есть главная звезда. Когда вы смотрите на город с Эйфелевой башни, самой башни-то не видно. А здесь Париж предстает во всем великолепии на все 360 градусов. Отсюда можно пересчитать все мосты через Сену, разглядеть все белые купола Сакрэ-Кёр вдалеке и просто залипнуть на то, как бесконечное море знаменитых парижских крыш уходит куда-то за край земли. И Париж у ног моих. Но долго витать в облаках мы не будем. Внизу нас ждет слишком много интересного. С высоты я уже заприметила роскошную зелень Люксембургского сада, так что спускаемся с небес на землю и идем ловить парковый дзен. В 17 веке Мария Медичи так скучала по Италии, что отгрохала себе в центре Парижа собственный флорентийский филиал с роскошным дворцом. И знаете, шалость удалась. Сегодня это главный зеленый оазис города. Атмосфера тут – чистый кайф.
В пруду дети запускают те самые знаменитые деревянные кораблики. На стульчиках вокруг студенты делают вид, что учатся, а все остальные просто хрустят багетами на солнце. Идеально. Кстати, помимо корабликов, здесь полно и других развлечений. Но мой личный фаворит, мимо которого я просто не смогла пройти, это местные пони. Ребята, это просто какой-то запредельный уровень мимишности. Вы знаете, как я обожаю всех лошадей, но эти малыши – это просто отвал всего. Посмотрите на эти невероятно милые розовые носики. Пока одни пони деловито и очень серьезно катали детей, я устроила себе настоящий сеанс пэт-терапии. Я просто не могла удержаться. Перегладила, перетискала и, по-моему, перецеловала всех остальных, кто мирно пожевывал травку в стороне. Они такие спокойные, бархатные и невероятно уютные. В такие моменты понимаешь, почему в парке всегда так много молодежи. Здесь какая-то запредельно добрая и светлая энергетика. А еще меня безумно порадовало обилие каштанов. Прям как в Киеве. Особо приятно для туриста, что вход в сад бесплатный. И если вы хотите почувствовать себя своим в Париже, просто возьмите кофе и сядьте в одно из зеленых кресел у фонтана. Кстати, здесь также часто играют уличные музыканты, так что ваш отдых может легко превратиться в маленький концерт под открытым небом. И скажите откровенно, разве не здорово на время забыть обо всем, отложить экскурсии и музей и просто полениться среди этой красоты? Это не просто парк, это атмосфера старого Парижа. Здесь Королевский дворец, где когда-то жила Мария Медичи. Легендарные зеленые стулья. Их можно таскать куда угодно, и парижане это обожают. А фонтан с корабликами. Да-да, дети до сих пор запускают их, как и 100 лет назад. И, конечно же, великолепный сад, по которому не устаешь гулять часами. И тут вас поджидает сюрприз. Среди скульптур парка стоит статуя свободы. Да-да, та самая, которую все привыкли видеть в Нью-Йорке. Но в Париже она тоже найдется. Причем тут их несколько. И у каждого своя история. И еще одна леди свобода. Одну я уже вам показывала в Милане, вторая в Париже. Ну, а теперь пора, наверное, в Нью-Йорк. На самом деле, Огюст Бартольди сначала создал уменьшенную модель, своего рода черновик будущей великой статуи. Эту версию установили именно здесь, в Люксембургском саду, и по ней он отрабатывал детали. Позже появилась более крупная копия, которую поставили на Лебедином острове на Сене. Ее подарили Парижу французские иммигранты в Америке, чтобы отметить вековую годовщину Великой Французской революции. Тоже очень красивое зрелище. Если будет время, однозначно рекомендую полюбоваться на нее с воды. А уже самой последней, самой грандиозной стала версия для Нью-Йорка. Подарок Франции американскому народу. Так что, гуляя по Люксембургскому саду, вы встречаете не просто статую, а прототип одного из самых известных символов мира. В общем, по факту, там в далекой Америке красуется не оригинал, а всего лишь копия. Поэтому, если хотите полюбоваться настоящей статуей свободы, то приезжайте в Париж. Кстати, есть еще одна деталь, которая связывает эти две страны. Внутренний каркас для всемирно известной американской статуи спроектировал и изготовил никто иной, как наш старый знакомый Гюстав Эйфель. Так что великий инженер приложил руку не только к главному чуду Парижа, но и навсегда впечатал свое имя в историю другого континента. Знаете, Париж вообще на удивление очень зеленый и цветущий город. Где бы вы ни гуляли, кругом постоянно встречаешь такую невероятную красоту. Вот, к примеру, посмотрите на эту прекрасную сакуру. Ее цветение превращает обычную прогулку в настоящую сказку. Это лишний раз доказывает, что Париж умеет быть не только величественно каменным, но и очень живым, нежным и по-настоящему уютным.
Ну а дальше я предложу прогуляться к одному из самых монументальных строений Франции. А вот и он, храм великих. Под его монументальным куполом покоятся Руссо, Вольтер, Гюго, Кюри и весь дух Франции, устремленный к свету разума и свободы. Спойлер, изначально это вообще была церковь, но после революции французы решили, что им нужна своя эпичная усыпальница для великих людей. Название одолжили у римлян. Кстати, про оригинальный античный пантеон я уже во всех подробностях рассказывала в своем видео про Рим. Обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. Так вот, Парижский пантеон – это такая французская адаптация, только вместо Юпитера и Марса здесь чествуют французских национальных героев. На фронтоне здания можно прочитать надпись на французском «Великим людям признательна Родина». И действительно, тут покоятся философы, писатели, ученые и политики, изменившие ход истории. Именно здесь, в Пантеоне, в XIX веке физик Фуко подвесил свой знаменитый маятник, чтобы наглядно доказать вращение Земли. Так что Парижский пантеон – это не только архитектура и история, но и место, где наука оставила свой след. Пантеон в Париже, конечно, впечатляет своими монументальными размерами. Но лично меня куда больше впечатлил архитектурный ансамбль вокруг него. А знаете, почему архитектура вокруг столь прилежная и опрятная? А все потому, что мы забрались в один из самых завидных районов Парижа – Латинский квартал. И давайте я вам о нем кратенько расскажу. Латинский квартал – это словно старинный роман в переплете из булочных, студентов и уличных музыкантов. Здесь каждый поворот как новое свидание с Парижем, особенно если ты с чашечкой горячего кофе. Откуда такое название? Спойлер, во всем опять виноваты студенты. Еще в средние века местные умники из Сорбонны болтали между собой исключительно на латыни. Так и прижилось. Здесь вы не найдете пафосных проспектов с бутиками. Зато тут полно извилистых улочек, где хочется просто потеряться, зависнуть в старинной книжной лавке или пить кофе, разглядывая прохожих. Как по мне, это самая живая часть Парижа. Она пахнет свежей выпечкой, старыми книгами и молодостью. Ну что, надышались студенческим вайбом? Тогда двигаем в самый центр местного веселья, на площадь Контрескарп. А знаете, почему здесь так шумно? Потому что это самая кафешечная площадь в Париже. И здесь всегда шумно, всегда много молодежи и всегда все столики заняты. И вот подобная атмосфера царит в этой части города сплошь и рядом. Мы еще о ней не раз поговорим, когда перейдем к рассказу о лучших ресторанах Парижа. А пока предложу вам погрузиться в историю и осмотреть две любопытные достопримечательности, притаившиеся неподалеку. Это Великая мечеть Парижа и Национальный музей естественной истории. Начнем с мечети. Гранд Моске де Пари – одна из крупнейших в Европе. Ее построили в 1920-е годы в знак благодарности мусульманским солдатам, воевавшим за Францию в Первой мировой. Архитектура поражает. Белоснежные стены, изящные арки, восточные орнаменты и внутренний сад с фонтанами. Прогуливаешься по этим дворикам и чувствуешь себя не в Париже, а где-то в Марракеше или Гранаде. Лайфхак. Обязательно загляните в чайную при мечети. Здесь подают мятный чай и вкуснейшую выпечку. А атмосфера такая, что уходить совсем не хочется. Ну а буквально в паре шагов находится другая жемчужина – Национальный музей естественной истории. Его история начинается еще в 17 веке. И это не обычный музей, а целый комплекс павильонов из садов. Вы даже можете не заходить вовнутрь. Бурю эмоций уже подарит сама возможность прогуляться по этим прекрасным садам.
В этом парке легко заблудиться в лабиринтах из роз, почувствовать себя Индианой Джонсом в Альпийском саду или, по хорошей парижской традиции, устроить пикник прямо на зеленом газоне. Масштаб сада таков, что оценить его в полной мере можно разве что с дрона. Рекомендую. Самое впечатляющее в комплексе музея – это галерея эволюции. Огромное пространство, где среди световых инсталляций проходит парад скелетов динозавров, китов и других животных. Когда заходишь внутрь, возникает ощущение, будто ты попал в другой мир. Для туриста такая прогулка – это отличная возможность сменить атмосферу. После искусства и архитектуры Парижа вдруг оказаться лицом к лицу с доисторическим ящером. И честно, друзья, эти два места – доказательство того, что Париж удивляет не только модой и романтикой, но и культурным разнообразием. От восточной мечети до мира динозавров. И все это в одном районе. И, кстати, если вам этого будет мало, то рядом еще найдется интересный спиральный лабиринт, на верхушке которого вас будет ждать Глориетта Буффона – небольшая беседка и по совместительству одно из старейших металлических сооружений в мире, построенным аж в 1786 году. Думаете, ну все, больше меня Париж ничем удивить не сможет? Ага, как бы не так. А что вы знаете о римском наследии столицы Франции? Сейчас вам все покажу. А вот из немногого, что сохранилось от Римской империи в Париже. Частично разрушенный или частично сохраненный римский амфитеатр. Но он функционирует и сегодня. Машина времени в действии. Добро пожаловать в первый век нашей эры. Именно отсюда, из античного города Лютеция, и вырос современный Париж. Раньше на этой арене народ требовал хлеба, зрелищ и гладиаторов, но с падением Рима гигантский амфитеатр просто ушел под землю. Парижане ходили по нему веками и даже не подозревали, что у них под ногами покоится античная махина. Нашли ее только чудом в XIX веке, во время масштабной стройки. Вы только подумайте, 1000 лет назад здесь выступали актеры и, возможно, бились гладиаторы. А сегодня это функциональная спортивная площадка, где резвятся дети. И знаете, это вообще не похоже на скучные руины. На древних римских камнях сидят студенты, а там, где решались судьбы гладиаторов, малышня играет в футбол. Обстановка настолько свойская, что самому хочется выбежать на арену за мячиком. Никаких толп с селфи-палками, только солнце, история и 100% живой, не туристический Париж. Ну а теперь, когда мы вдоволь надышались ископаемой историей, я предложу вам вновь взглянуть на Париж свысока. Для этого мы направляемся к Институту арабского мира – и нет, я не планирую вас тягать по душным музеям. Мы здесь с совершенно иной целью – ради роскошной смотровой площадки. А здесь есть бесплатная смотровая площадка с видом на Нотр-Дам. Конечно, когда закончится реставрация, вид будет потрясающий. Забудьте про заезженные виды с Эйфелевой башни. С крыши Института арабского мира Париж выглядит иначе. Уютно, камерно и без толп. Под ногами сено и крыши латинского квартала. Но ловите инсайдерский секрет. Смотровых тут 2. Первая открыта для всех, а вот вторая – гигантская застекленная панорама для своих. Вход туда – рулетка, но пара искренних девичьих улыбок с суровым охранником творит чудеса. Проверено, пускают. И этот вид точно стоит того, чтобы включить обаяние. Ведь отсюда открывается лучший ракурс на то, как прямо на наших глазах возрождается главная легенда Парижа. Даже в строительных лесах он выглядит торжественно. А когда реставрация завершится, поверьте, именно оттуда будет один из лучших видов на собор. Ладно, детальнее про собор расскажу вам чуть позже. У меня для вас на сегодня припасено еще 2 крутые локации в латинском квартале.
Похвастаюсь ими, а потом уже рванем на остров Сите. Погнали! Have a nice day. Goodbye. Bye. И первая наша остановка – это книжный магазин, совмещенный с кафешкой, где вы можете составить компанию знакомому нам по Тенерифе всемирно известному любителю винца – Шекспиру. И нет, я не спятила. Просто наш магазин так и называется – «Шекспир и компания». Это место на левом берегу Сены уже давно стало чем-то большим, чем просто торговая лавка. Оно притягивает людей своей невероятной энергетикой, заставляя каждого, кто переступает порог, почувствовать себя частью большой литературной истории. Ну и, конечно же, если вы любите книги, то вы не можете не зайти в самый известный книжный магазин в Париже. Это пространство буквально пропитано творчеством и интеллектом. Даже если вы не планируете заходить внутрь, обязательно прогуляйтесь рядом. Здесь всегда кипит жизнь. Прямо на улице за небольшими столиками люди увлеченно сражаются в шахматы. Кто-то подолгу рассматривает корешки старинных изданий на уличных стендах, а кто-то, вы не поверите, пишет настоящие поэмы. Причем делают это не на современных планшетах, а на тех самых старинных печатных машинках, чей стрекот мгновенно переносит вас в прошлый век. Это место – легенда Парижа. Когда-то здесь собирались Хемингуэй, Джойс, Фицджеральд и другие писатели потерянного поколения. Сегодня лавка по-прежнему хранит атмосферу литературного клуба. Узкие проходы между полками, скрип половиц, запах старой бумаги и кофе. Хотя ради исторической справедливости сделаю маленькую оговорку. Тот самый первый Шекспир и компания, к сожалению, не пережил Вторую мировую войну. Это здание его возрожденная копия. В 50-х годах другой влюбленный в книги энтузиаст открыл здесь свою лавку и позже переименовал ее в честь легендарного оригинала, чтобы продолжить его дело. И знаете, у него получилось на все 100. Внутри снимать, к сожалению, нельзя, поэтому вам придется поверить мне на слово. Этот маленький магазин в реальности целый мир. Здесь можно потеряться на час, перелистывая старые книги, а потом выйти в небольшое кафе рядом и продолжить беседу о жизни за чашечкой капучино. И знаете, друзья, иногда такие места рассказывают о городе куда больше, чем привычные музеи. Шекспир и компания – это уголок, где Париж разговаривает с вами языком настоящей истории. Кстати, если вам по душе такой старинный, аутентичный вайб без грамма современного пластика, то наш следующий пункт назначения вас точно покорит. Напоследок проведу вас по одной атмосферной улочке. Это Cour du Commerce Saint-André, настоящий портал в прошлое, вымощенный брусчаткой и хранящий шепот веков. Очень атмосферная и интересная улочка. Если хотите прочувствовать дух Парижа, и рестораны к вашим услугам. Здесь, в одной из старинных мастерских, когда-то печатали самую первую французскую газету, а в кафе «Ле Прокоп» засиживались Вольтер и Бенджамин Франклин. Если верить легенде, то именно здесь он написал свой первый прототип знаменитой Конституции. Но не только они в свое время прославили эти уютные дворики. Говорят, именно здесь Д'Антон готовил свои пламенные речи перед тем, как повести народ на штурм Бастилии. А знаменитый парижский палач Шарль-Анри Сансон в этих стенах изобрел гильотину, которую позже презентовал революции. Уютная суета, запах выпечки, микроресторанчики. Так и хочется остаться тут жить. Это лучшая локация, чтобы выпить кофе, выдохнуть и проникнуться духом старого Парижа. Но время не ждет. Пора сжигать съеденные круассаны. Прощаемся с латинским кварталом и идем штурмовать остров Сите. Там у нас по плану 2 топовые достопримечательности, без фоток с которыми из Парижа просто не выпускают. Именно на этом острове началась история города. Когда-то здесь, посреди Сены, кельтское племя паризеев основало свое поселение.
Позже римляне построили крепость, а со временем Сите превратился в политический и духовный центр Франции. На острове стоит несколько сокровищ, и одно из них – это потрясающая капелла Сент-Шапель. Снаружи вроде просто старинная капелла, но зайди внутрь и бац, и ты в мире, где даже радуга бы покраснела от зависти. Серьезно, это как если бы готику скрестили с витражным раем. Сент-Шапель построили в XIII веке по приказу Людовика IX, чтобы хранить самые святые реликвии христианства, в том числе терновый венец Христа. Само здание невелико, но его главная гордость – это витражи площадью более 600 квадратных метров. Когда солнечный свет проходит сквозь эти окна, кажется, будто ты стоишь внутри огромного драгоценного камня. Витражи Сент-Шапель изображают более 1000 библейских сцен, и в Средневековье они были своего рода комиксами для прихожан, которые не умели читать. Люди просто смотрели на цветные изображения и узнавали истории из Библии. Кстати, подобный же трюк применялся и в Миланском соборе Дуомо. Если не смотрели то мое видео, то тоже настоятельно рекомендую. Посещение недешевое. Билет стоит аж 22 евро. Но поверьте, это одно из лучших вложений в Париже. Если придете утром или ближе к вечеру, то сможете оценить всю красоту капеллы по достоинству. Когда солнечные лучи падают под углом, то витражи будто оживают всеми цветами сразу. Помните, я говорила, что этот остров – центр Франции? Я ведь тогда не оговорилась, а реально это и имела в виду. Пойдемте покажу. Гуляя по Парижу перед собором Нотр-Дам, обратите внимание на вот этот вот малозаметный кружочек. Именно здесь начинаются все дороги Франции. Это, так сказать, сердце Франции. Абсолютно все дороги и начинают свой отсчет именно от этой точки. Только так его что-то совершенно не видно. Такс, ладно, сейчас что-нибудь намагичу. Так-то лучше. Чтобы найти это место, нужно буквально смотреть под ноги, ведь в тени величественного собора притаилась точка, от которой ведется отчет всей французской географии. Французский нулевой километр – это символическое сердце Парижа, отправная точка всех дорог страны. Скромная на вид, но полное значение эта точка у собора Нотр-Дам хранит в себе дыхание истории и зов путешествий. Здесь пересекаются прошлое и мечты, поэтому пройти мимо просто невозможно. И вот над этим скромным кружочком гордо возвышается одна из самых узнаваемых достопримечательностей Франции. Собор Нотр-Дам, величественный и вечный, гордо возвышается над городом. Кстати, он снова открыт для посещения туристов с декабря 2024 года. Вы наверняка помните те страшные кадры из недавних новостей, когда пламя объяло строение. И, конечно, невозможно не вспомнить о трагедии 2019 года, когда пожар уничтожил шпиль и часть крыши. В тот вечер казалось, что Париж теряет душу, но французы не сдались. Сотни миллионов евро пожертвований со всего мира и кропотливая работа реставраторов позволили вернуть Нотр-Даму его облик. И вот теперь мы снова можем войти внутрь, пройтись по нефу, увидеть витражи и ощутить ту самую тишину, которая словно соединяет века. Звучит невероятно романтично, правда? Но давайте на секунду спустимся с небес на землю, в суровую туристическую реальность. Поскольку весь мир ждал этого открытия долгих 5 лет, ажиотаж сейчас просто нереальный. Желающих своими глазами увидеть обновленный собор буквально тысячи каждый день. И попасть внутрь с улицы – это тот еще квест на выживание. Удивительно, но вход в самый величественный собор Франции абсолютно бесплатный. Но попасть в него можно двумя способами. Либо же забронировав конкретное время на вход и без очереди, либо отстояв всю вот эту вереницу из людей. А если вы прибудете к открытию, то очередь будет значительно меньше. Так что вот он вам лайфхак.
Шаг внутрь и мурашки по коже. Реставраторы сотворили настоящее чудо. Стены стали светлыми, а новое освещение шикарно подчеркивает масштаб готических сводов. Но настоящая магия начинается, когда поднимаешь глаза на витражи. Их очистили от пыли и гари, и теперь они словно ожили. Солнечный свет пробивается через эти легендарные цветные окна с удвоенной силой, заливая обновленный собор яркими бликами. Именно этот танец света и цветного стекла создает ту самую мистическую атмосферу, от которой невозможно оторвать взгляд. Конечно, камера не передает все великолепие и размеры строения, поэтому для понимания масштаба приведу весьма весомый аргумент. Один лишь колокол «Эммануэль», установленный внутри, весит более 13 тонн. Звонил он, кстати, во время самых значимых событий Франции, включая освобождение Парижа от нацистов в 1944 году. Но чтобы прочитать историю Нотр-Дама, нужно выйти на улицу. Его фасад – это монументальная каменная энциклопедия. Арки, порталы, фигуры апостолов. Залипать можно бесконечно, но главные звезды тусуются на крыше. Это те самые легендарные горгульи и химеры. Кстати, если вдруг не знаете, кто вообще такая химера, то посмотрите мое видео из Кеммера. Мы там забирались на горящую гору, где она похоронена. А для тех, кто устал или просто не планирует прорываться внутрь сквозь толпу, французы соорудили напротив классную временную смотровую платформу «Бельведер». И в снег, и в дождь здесь кипит жизнь. Туристы, парижане с питомцами, пернатые гости. Это идеальное место, чтобы взять кофе и насладиться видом. Как же удобно придумали. Ты можешь сидеть и часами любоваться шедевром. Кстати, эта трибуна – решение временное. Совсем скоро ее начнут демонтировать, чтобы вернуть площади исторический вид. Так что нам дико повезло застать этот ракурс. Этот собор строили почти 200 лет. Он видел коронацию Наполеона. Его спас от сноса Виктор Гюго. И он буквально восстал из пепла в наши дни. Стоя здесь, понимаешь, это не просто храм. Это символ веры, силы и вечности, который пережил все катастрофы и продолжает все так же гордо смотреть на Париж и бегущую мимо Сену. И вот скажите честно, кто из вас хоть раз не задумывался, а что если прямо сейчас взять да искупаться в этой реке? Еще лет 10 назад это звучало как чистое безумие. Вода была настолько грязной, что об этом даже шутить было опасно. Но к Олимпиаде 24 года Париж решил вернуть Сене ее былую славу. Город вложил миллиарды евро в очистку. Модернизировали канализацию, установили новые фильтрационные системы, а в реках начали регулярно замерять уровень бактерий. И тут началось самое веселое. Мэр Парижа Ан Идальго пообещала лично искупаться в Сене, чтобы доказать, вода теперь чистая. Президент Макрон тоже намекал, что не прочь освежиться, а премьер-министр заявил, что уже выбирает плавки. В итоге у парижан даже появилась новая национальная забава – спорить, кто первым решится нырнуть за родину. Мэр таки искупалась, а вот Макрон, похоже, отморозился. Впрочем, его можно понять. Вода холодная, камеры со всех сторон. И вообще, разочаровывать парижанок – это, пожалуй, даже опаснее, чем самые жестокие политические дебаты. Правда, жители города, как обычно, не остались в стороне и превратили всю историю в настоящий перформанс. Сразу после появления в прессе конкретной даты заплыва политиков, французы, недовольные колоссальными расходами на всю эту затею, запустили флешмоб, что буквально означает «я нагажу в Сену 23 июня», призывая всех сторонников буквально испорожняться в реку в Париже, выше по течению, чтобы дополнить купание чиновников незабываемыми эмоциями. И вот что удивительно. Вся эта суматоха с купаниями, обещаниями и шутками сработала.
Интерес к Сене возрос, а к Олимпиаде 24 года город реально сделал невозможное. Очистили реку настолько, что официально, спустя целых 100 лет запрета, в Сене вновь разрешено купаться. Так что теперь Париж снова может гордо называть себя не только городом света, но и городом с пляжем. Правда, про заплыв в купальнике я, конечно, пошутила. В голове все еще всплывает тот самый флешмоб. А вот за заплыв на кораблике я обеими руками за. Как-то понадежнее будет. И так как наш второй день в Париже уже подходит к концу, завершим мы его по-королевски. Забудьте про обычные речные трамвайчики. Мы отправляемся в полноценный вечерний круиз с ужином. И знаете что? Это ведь еще одно обязательное дело, которое турист обязательно должен сделать в Париже. Проплыть по Сене под звездами. Команда отдает швартовые, вы мягко покачиваясь на воде, а в руках бокал игристого, а за бортом медленно проплывает самый узнаваемый силуэт на планете. Знаете ли вы, что берега Сены – это единственная речная акватория в мире, целиком включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Каждый мост и каждый камень здесь – достояние человечества. Наша лодка сегодня – это не обычный транспорт, а настоящий плавучий ресторан. Идеально, что и борта, и крыша здесь полностью стеклянные. Это спасает от ночной речной прохлады, но при этом открывает невероятный панорамный вид. Вы как будто находитесь внутри огромного хрустального шара, который скользит по темной воде. Но давайте поговорим и про еду. Все же мы сейчас путешествуем на плавучем ресторане с изысканной французской кухней. И вот официант, церемонно наклонившись, ставит перед нами первое блюдо. И первым нам подали суп. Аромат, скажу я вам, просто потрясающий. Сразу разыгрался аппетит. Да и выглядит он весьма многообещающе. Очень горячий, и я думаю, что это тыквенный суп. Нежная кремовая текстура, немного сливок и приятные пряные нотки. Знаете, еда на кораблях часто кажется пресной, но тут вкус очень насыщенный. Прямо то, что нужно, чтобы согреться и окончательно расслабиться после всей этой беготни по Парижу. Неожиданно, что суп подали в стаканчиках. Ну, действительно, на борту так значительно удобнее. И да, на борту было безумно шумно, поэтому дальше я, пожалуй, буду комментировать вам трапезу закадрово. Очень горячо. Затем гостям подали основные блюда. Для любителей рыбы – нежнейшее филе под сливочным соусом на подушке из припущенного парея. А для тех, кто предпочитает мясо – сочную томленую говядину с молодым картофелем, зеленым горошком и грибами в густом соусе. Все это подается в порционных чугунных котелках, которые долго сохраняют тепло и выглядят очень по-домашнему, несмотря на ресторанный уровень. Ну и какой же Париж без десерта? На финал нам оставили вот такой легкий сливочный мусс в стеклянной баночке. Сверху стружка из темного шоколада, а внутри абсолютная нежность. Знаете, это идеальное завершение трапезы. Он совсем не приторный, а такой воздушный, что съедается буквально за пару секунд. Сидишь, наслаждаешься этим вкусом, а за окном тем временем проплывают огни ночного города. Кайф. Пока мы ужинали, город за стеклом продолжал свое волшебное шоу. Мы прошли мимо величественного Лувра с его изящными башенками, мимо музея Орсе, бывшего вокзала, а теперь хранилища шедевров импрессионистов. Увидели подсвеченный купол Института Франции. Вся та красота, которую мы лицезрели днем, в ночных огнях выглядит совершенно иначе, более таинственно и глубоко. А посмотрите на набережные. Там кипит своя жизнь. Молодежь устраивает импровизированные концерты. Кто-то танцует прямо у воды, а кто-то просто машет проплывающему кораблику. В эти минуты понимаешь, почему Париж называют городом любви. Добравшись до середины маршрута, катер плавно разворачивается.
Так что не переживайте, если какая-то достопримечательность была с другого борта, на обратном пути вы все успеете рассмотреть. И, конечно, главный момент – это Эйфелева башня. Круиз делает уникальную возможность увидеть ее мерцание с воды. Когда в начале каждого часа она начинает пульсировать тысячами огней, кажется, что все вокруг замирает. Это магия в чистом виде. Если тоже загорелись подобной прогулкой, то загляните в описание под видео. Там вы найдете карту всего пешеходного маршрута по Парижу и сайты, где можно приобрести все необходимые билеты и экскурсии, в том числе и эту. Ну а мне, похоже, пора на сегодня заканчивать наше путешествие по Парижу. Наш вечерний круиз по Сене стал идеальным окончанием второго дня полного открытий, истории и красоты. Но впереди нас ждет еще третий день прогулки, а это значит, что я покажу вам еще множество красивых и интересных мест. Не буду спойлерить, скоро сами все увидите. Ну а чтобы не пропустить продолжение нашего приключения, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и тогда вы точно узнаете, куда нужно заглянуть, чтобы найти ту самую дверь в прошлое. Летайте, мечтайте, открывайте мир и помните, Париж всегда ждет вас. До скорой встречи!